Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы продемонстрируем забытые старые упражнения по укреплению кистей, плечей, предплечий. Смотрите, наслаждайтесь. Дим, ну смотри, вот эти вот упражнения вот с данным снарядом, это не наборные, это вот зафиксированный уже вес. И в Советском Союзе целая серия была, она умножалась через 2 килограмма, там 2 килограмма, 4, 6, вот это 8 килограмм. Это вес более чем серьезный, это не физкультурный снаряд, то есть этот снаряд реально для прокачки, потому что 8 килограмм это как бы уже круто. Первые упражнения, которые ты делаешь, они как физкультурные, то есть твоя задача вот с этого положения поднять руки вот сюда и развернуть. И разворачиваешь, и также фиксированно опускаешь. То есть здесь очень хорошо закрепится у тебя плечо и вот эта вот разворотная часть, которая тебе нужна при ударе. Теперь таким же образом ты должен развести их. Очень сложное упражнение, да, вот строго прям руки вот как вот так у тебя должны быть. И разведи их в стороны. Это тяжелое упражнение. Видишь, надо до угла растянуть. Видишь, не идет никак. Не-не-не, вот надо вот именно выдержать вот этот вот угол. Потому что очень часто нагрузка при ударе вот как раз локтевого сустава. И вот именно он тебя не пускает. Вот смотри, локти прям в тело упри и постарайся прям натянуть до конца, вытянуть ее. То есть свернуть ее кистью. Не-не-не, вот этот угол не поднимаешь. Она у тебя вот идет. Тоже это очень тяжелое упражнение. Ну, как бы с этим весом... Поднимите мне половину. Вот сгибаешь, вот все. Немножко тебе разрешается чуть-чуть под себя, вот сам вот этот шар. Да, чтобы... Во-во-во-во-во. И вот эту часть не выпрямляешь. Локтевой вообще стоит. Это чисто на... Грузка, вот смотри, от мизинца у тебя идет. Во-во-во-во-во-во. Вот это самая слабая часть кулака. 3 вот эти вот последние пальца. Точнее, 2 вот эти последние. Очень слабые. Ну вот, по сколько раз делать, ты пробуешь от минимального. То есть вот некоторые упражнения 3-4 раза ты только сможешь сделать. А уже когда ты на опыте, не больше там 15 раз, хотя 15 раз это уже богатырь. То есть чем хороши вот эти вот снаряды, то что у них есть вот эта круглая часть. Упражнения очень много по хватам пальцев. В боксе очень серьезная вот проработка вот именно кулака. И те мышцы, которые держат кулак, очень хорошо вот прокачиваются. 8 килограмм это уже много. То есть здесь круговые движения. Задача просто удержать вес. И если тебе удастся вот такой вот круг сделать, то это уже как бы неплохо. Еще раз говорю, при всей видимости упражнение очень суровое. В боксе, вот именно в боксе, используется вся плоскость, все стороны вот этих гирей. Тяжело, да? Как бы просто обычный снаряд. Но он очень много вот именно секретных таких вот моментов для развития силы. То, что касается ударной части. Мы все упражнения не будем показывать, которые связаны с укреплением, с прокачкой. Мы покажем вот ударные упражнения, которые уже как бы больше подводящие к удару. Вот именно с гантелькой. Вот эти вот упражнения, они как идут вообще как по геометрии. То есть твоя задача вытянуть и вот такие вот движения формировать. Вообще вот на этой базе вот именно вот этот вот хват чем хорош. Опусти, я сейчас просто как бы объясню. Чем хорош вот этот хват. Вот говорю, вот те, которые вот делали вот эти вот гантельки, люди не книжные были, но очень-очень умные. То есть вот этот вот хват как раз как руки у боксера, потому что есть большая разница развод рук. Кто-то держит очень близко, плохо, потому что стягиваются мышцы, неудобно, затекают лопатки.
Кто-то держит, наоборот, чересчур раскрыто. Кто-то так держит, кто-то так, кому как удобно. А вот эта вот форма, когда ты ее держишь, она правильно тебе, вот через напряжение пропускает правильное положение рук. Здесь очень много вариантов по отработкам именно ударов. Очень много вот таких вот как бы простых очень вещей, которые подводят именно к удару. И причем расстояние между руками у вас всегда правильное. Расстояние между руками должно быть. Во-первых, вот это вот пространство, через которое ты видишь соперника. Во-вторых, это необходимые вот эти вот расслабления и напряжения, чтобы руки у тебя постоянно были на тех линиях, по которым ты наносишь удары. Причем, как бы ты ни вел себя, у рук всегда расстояние примерно одинаковое. Даже вот когда ты удар проводишь, у тебя рука уже машинально приходит в правильное положение. Правильное положение – это защитное положение. Вот сейчас возьми ее вот так. Вот так ее поставь на руку и попробуй круг сделать. Полный. У тебя выпрямление должно быть, смотри. Выпрямление в локте. Как в одну сторону, так и в другую сторону. Вот смотри, я покажу. Во. Простые упражнения. Но вот из-за того, что вот как бы есть вот это вот определенное напряжение, которое запоминается чуть-чуть выше. Вот этот угол подними. Вот он упертый должен быть. Теперь смотри. Влево, вправо. Влево, вправо. Не-не-не, вот эту часть просто держи, чтобы она у тебя не прилипала к снаряду. Вот у тебя, смотри. Положил в одну сторону, в другую. Она просто поддерживает. Потому что так ты ее не удержишь. И синхронизируется напряжение в мышцах. То есть очень адекватная вот такая вот нагрузочка. Делалась она как и в разминке, так и в основной части. Но это дополнительные упражнения для укрепления. То есть это как бы еще не база. Очень хорошее тоже упражнение, но оно, говорю, уже как бы на опыте. Смотри, начинаешь перекидывать. Причем, вот заметь, у тебя работает все тело. И перекидываешь ты в соответствии с нагрузкой. То есть ты уже понимаешь, что это такое. Вот это самая простая система. А теперь попробуй вот так. Называется жонглирование. Здесь можно разные рисунки. Можно, да, вот так и сразу так. Вот так, вот так. Вот так. Видишь, как просто. Теперь вот уже как на порядок круче упражнения. То есть ты уже не в шарик ловишь, а уже ловишь полностью весь вес. Еще раз говорю, 8 килограмм – это серьезно уже. У каждого упражнения есть название. Локоть также остается? Да, локоть также у тебя остается, фиксированный. А в обратную тут уже? И в обратную запускается. Тут в обратку уже? Пробуй в обратку. Пробуй. Просто сейчас, пока она у тебя еще не разработана, но она и туда залетает. О, видишь, надо только привыкнуть. С непривычки, еще раз говорю, то есть надо, когда вот не знаешь упражнения, то есть ты все равно не прокачаешься. То есть большой риск травматизма. А когда ты уже понял упражнение, тогда у тебя идет уже прокачка. Сейчас ты пробуешь. В этом как бы и есть разница. Тот же самый принцип, но хват уже другой. Все то, что идет у тебя с подбрасыванием, с каким-то элементом жонглирования, это касается координации движения. То есть это точный расчет, который ты запускаешь в мышцы. Понятное дело, что как бы, вот таких вот упражнений надо делать штук 30-40 по перекидыванию. Тут и в обратную, наверное, никому. Да, также и в обратную. Если она в одну сторону идет, она и в другую идет. Перехватывай. Здесь просто вот этот вот сам хват тебе нужен.
Есть такие удары в боксе, которые ты проводишь через два напряжения. Первое напряжение, когда ты стартуешь, потом у тебя идет микрофаза расслабления для набора хлесткости. То есть первый – это импульс, который у тебя выстреливает. И второе напряжение – это то, когда ты сжимаешь, акцентируешь движение. То есть ты ловишь это движение. И у тебя получается, то есть взрыв, расслабление, опять напряжение. Раз, раз, раз. Вот это вот фаза. Раз. То есть микрорасслабление, которое ты делаешь, ну, его вот так вот ты просто не прочувствуешь. Это надо датчики к тебе подсоединить, чтобы ты как бы понял. Вот момент скорости, вот он как раз вот в этом расслаблении. Если будет напряжение, все в руке. Удар, безусловно, будет сильный, но не очень. То есть самый главный набор, вот как бы вот силы, это момент прохождения, момент скорости. Чем быстрее он будет, тем жестче будет акцент. Поэтому вот эти вот наработки, которые вот уже боксеров пытают, клянусь, самые страшные упражнения. Вот когда ты так держишь, это еще не страшно. Вот таким вот образом набиваешь. Но когда ты начинаешь держать вот так, вот это уже страшно. Потому что здесь руки у тебя вниз идут. И вот это уже как бы, ну, ты больше ощущаешь напряжение в кулаке. Видишь, как сложно, да, уже удержать ее. И момент фиксации, он очень-очень важен. Безусловно, они усиливают удар, усиливают и мышечную, как бы вот этого составляющего одного напряжения, одной линии, направления. Фантастическое упражнение, но оно такое простое. Ну, надо просто выдержать вот этот вот, как правильно сказать, угол, градус прямой. Вроде как бы ничего такого сложного, но еще раз говорю, сам хват, вот это расположение, она вот здесь раскрывает мышцы. И то, когда ты уже вот здесь балансируешь в кулаке, оно через вот стабилизирующие мышцы до самого плеча идет. Не так просто, как казалось. Никак, не так просто. Еще раз говорю, это специальные упражнения. То есть их придумывали боксеры, ну как это сказать, для усиления. Все секреты в простоте. В этом и есть гениальность. Тоже простая система. Похожий принцип есть на гире, но вот на гантели это немножко попроще. И, как говорят, для первого уровня. Руку одну фиксируешь и вот таким вот образом валишь ее. Вперед, назад. На себя ее вытяни. Во, и отсюда ее до полного выпрямления. Да. И кисть, вот обрати внимание, чтобы вот эта часть у тебя работала. Во, вот загибается хорошо. И отдавай ее максимально. Во, вот то, что надо. И есть еще упражнение, когда ты делаешь по максимальному кругу. То есть вот эта часть у тебя прижата, да, и вот здесь ты вводишь круг. Видишь, чем хороша вот эта вот круг? Ну, понятное дело, что мы делаем на мате, она не так елозит. А вот на полу она очень хорошо скользит. Видишь, при всей видимости легкости есть определенные нюансы. С этими же нюансами ты сталкиваешься и в бою. Но здесь у тебя идет закалка. Ты реально закаляешься. Ну, серия вот этих упражнений, она делилась. То есть были подготовительные упражнения физкультурного плана. И были специальные упражнения уже с точным расчетом. Вот почему я тебе сказал, что ты сейчас пробуешь. Вот потому что ты пробуешь, уже определяешь свой собственный комплекс. Сколько ты таких упражнений сделаешь? Это раз. Сколько повторений тебе нужно сделать, чтобы добиться поставленной цели? Потому что развитие, чем больше ты мышц руки разовьешь, тем легче будет в бою ориентироваться. То есть, тем больше тебе будет вот этих вот линий удара, проще бить. То есть они реально в разы проще бить. Потому что когда только в одной манере ты бьешь, как правило, все боксеры эти линии очень хорошо знают.
и против них работает защита. То есть очень сложно обойти защиту. Но когда ты будешь бить из-под угла, вот это уже уровень. Когда ты будешь просовывать руки, вот там все, защита глушняк, и ты будешь просовывать вот в эту защиту руки, проковыривая, выдирая где-то, это сила рук. Потому что если, еще раз говорю, у тебя руки будут слабые, удара у тебя не будет. Даже если будет идеальная у тебя биомеханика. Секрет крепости. Мало того, вот эти вот упражнения укрепляют еще связки, жилы, сухожилия. То есть очень много полезных вещей дают. Что мальчишки, не зная, начинают как бы разбивать себе руки на мешках, абсолютно не укрепляя себя. А вот через эти укрепления уже и мешок пойдет. То есть начнешь мешок бить, уже будешь понимать жесткость. Вот как много они могут дать. Так что, Димка, прокачивайся старыми проверенными способами. Вот, потому что сейчас вот эти вот новомодные системы, ну, как правило, все вот эти вот системы, они на старых корнях строятся. И люди реально уже начали подзабывать вот такие вот простые снаряды. Разные веса, они тоже как бы вот с легким весом, боксерским весом 2 килограмма. Там тоже есть уникальные упражнения, которые вот именно уже по постановке ударных линий. Там есть такие как бы маленькие-маленькие нюансы, которые вот тоже вот они дотачивают вот эту систему стабилизации. Поэтому без них можно, безусловно, но с ними круче, быстрее, эффективнее. Поэтому, парни, занимайтесь правильно. И дай вам Бог здоровья, крепости.